Как думаете, сколько тонн кокаина смог перетащить в Америку самый эффективный наркокурьер в истории? Я расскажу вам историю невероятного Барри Сила, человека, который работал на Медельинский картель, находясь под прикрытием правительства США. Безумие, но что с ним в итоге сделали? Смотрите до конца! Видели фильм «Сделано в Америке», где Том Круз как раз и играет нашего с вами Барри Сила, американского пилота, который стал работать на одну из самых могущественных наркокартелей мира. Медельинский картель. В кино эту историю окрасили всеми красками романтики и героизма, которые так далеки от реальной жизни. Мужчина предстает настоящим героем, мужем и человеком, который старается поступать правильно. Но как все было в реальности? Жизненный путь настоящего Барри Сила был полон взлетов и падений, но его личные качества вряд ли вызывали бы уважение у вас. Почему? Этот человек ради личной выгоды и денег, не задумываясь, предал бы кого угодно. От агентов спецслужб до наркодельцов и даже политиков, которые прикрывали его деятельность. Но как все начиналось? Адлер Берриман Сил, таково полное имя Барри Сила, родился 16 июля 1939 года в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Семья у парня была специфическая. Его отец, Бенджамин Кертис Сил, кроме успешной карьеры в торговле кондитерскими изделиями, активно участвовал в деятельности расистской организации Ку-Клукс-Клан. Насколько глубоко отцовские взгляды повлияли на Барри, точно сказать сложно, но это, возможно, оставило отпечаток на его характере. Решительный и беспринципный. Мечтать о небе Барри начал еще в подростковом возрасте. Его учитель по авиации, Эдди Даффорд, описывал его как человека импульсивного и непостоянного. Он всегда был белой вороной в семье, делал только то, что ему хотелось, не задумываясь о последствиях, рассказывал Даффорд. Это отношение к жизни не помешало Барри добиться значительных успехов в авиации. Когда Барри впервые пришел к Даффорду учиться летному мастерству, он еще не закончил школу, но его талант был очевиден. Несмотря на просьбы матери отговорить сына от уроков, Даффорд продолжил обучение, уверенный в потенциале мальчика. В возрасте 15 лет Сил получил свой первый сертификат студента-пилота, а уже в 16 лет ему была выдана полноценная пилотская лицензия. К 1960 году он стал одним из самых молодых пилотов в Trans World Airlines, где вскоре овладел управлением новейшим на тот момент Боингом 707. Барри Сил рассказывал, что его первая встреча с ЦРУ произошла еще до его 18-летия. Сначала он занимался транспортировкой оружия на Кубу для войск Фиделя Кастро. Но когда отношения между Кастро и Вашингтоном охладели, Сил переключился на поддержку антикастровских группировок, предоставляя им воздушное прикрытие. Однако многие сомневаются в подлинности этих ранних связей Сила с ЦРУ. В любом случае, его карьера удалась. К 1964 году Барри уже работал бортинженером в авиакомпании TWA, а через 2 года он стал одним из самых молодых пилотов компании, управляя Боингом 707 и выполняя рейсы в Западную Европу. Его карьера в авиации была блестящей, но Силу этого было недостаточно, и он стремился к большему. Карьера Барри взяла резкий оборот в 1972 году, когда его обвинили в участии в контрабанде 7 тонн взрывчатки из Майами в Мексику. Покупатель оказался агентом ФБР, работавшим под прикрытием, и все участники сделки оказались под угрозой длительных тюремных сроков. Сил, по счастливой случайности, отделался лишь испугом, оставшись на свободе. Но преследования закончились только в 1974 году, и к тому времени TWA уже приняла решение уволить пилота. С таким багажом перспективы устроиться в уважаемую компанию для Барри Сила были минимальны, и он выбрал другой путь. Стал предоставлять консультационные услуги в сфере частной авиации в Латинской Америке. Однако настоящим источником дохода для него стала контрабанда наркотиков. Будучи семейным человеком, Барри обеспечивал свою семью, перевозя на самолете все, что просили. От марихуаны до кокаина. К 1979 году он оказался в Гондурасе, прилетев из Эквадора, и был задержан полицией, которая располагала информацией о перевозке 40 килограммов кокаина. Но наркотики на борту обнаружены не были. Вместо этого полиция нашла незарегистрированное огнестрельное оружие, за что Сил и был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения. Как вы понимаете, на этом он не остановился.
В тюрьме Барри познакомился с Уильямом Ривзом, который работал на наркобаронов братьев Очоа. Они вместе с Пабло Эскобаром были основателями Медельинского картеля, одной из самых могущественных наркогруппировок мира, известной своей жестокостью и кровавыми методами. Картель использовал для своих операций все, от самолетов до подводных лодок, и безжалостно расправлялся с конкурентами и предателями. К 1981 году Ривз представил Сила братьям Очоа, описав его как надежного пилота, который за подходящую плату готов на многое. Барри, несмотря на понимание опасности, с которой сталкивается, охотно согласился на сотрудничество с картелем, начав работать на них как пилот. В течение следующих 3 лет Барри Сил действительно развернул свои операции на полную мощность. Он зарабатывал от 500 тысяч до $1,5 миллиона за один полет с кокаином из Колумбии или Панамы в США. Нехило, правда. Барри организовал на территории Соединенных Штатов несколько авиабаз, приобрел несколько самолетов и вертолетов, оснащенных передовым радиолокационным оборудованием, что заслужило ему прозвище «Летающий король кокаина». Братья Очоа и Пабло Эскобар высоко ценили своего американского партнера за его способность приносить им огромные прибыли. Медельинский картель обладал такими ресурсами, что мог влиять на экономику целых стран. В отличие от голливудской версии, где у Барри была одна жена, его настоящая семейная жизнь была куда более сложной и напряженной. Он впервые женился на женщине по имени Барбара Боттомс в 1963 году. Однако через 5 лет их брак начал распадаться, связывая их лишь общие дети и обвинения друг в друга. В 1968 году Барри подал на развод, утверждая, что его жена была ему неверна. В ответ Барбара обвинила его в домашнем насилии. Мол, Барри избивал ее из-за своей нервной работы. Тем не менее, она затягивала процесс развода в течение 3 лет, пока в итоге не согласилась на разрыв взамен на алименты в размере $703 в месяц. Кроме того, в свою авиационную команду Барри пригласил своего шурина в качестве второго пилота, который в тот момент нуждался в деньгах и подрабатывал продажей битых автомобилей. Кстати, о битой машинах. Вот что делать, если вы попали в ДТП в Америке. Куда обращаться за помощью, чтобы не столкнуться с мошенниками? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки компания ДТП? Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Но с работой у парня все шло лучше, чем с личной жизнью. Барри Сил установил мировой рекорд, переправив наркотики на общую сумму свыше $5 миллиардов на территорию США. Однако в марте 1984 года его карьера оборвалась, когда агенты американского управления по борьбе с наркотиками АНБ арестовали его во Флориде. На этот раз Силу грозило 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков и отмывание денег. Не желая провести долгие годы за решеткой, Барри, привыкший к роскошной жизни, предложил себя в качестве секретного информатора, обещая выдать ключевых фигур Медельинского картеля. В АНБ были не уверены в целесообразности такого сотрудничества, но вскоре в дело вмешалась высшая политическая власть США. Президент Рональд Рейган, выражая свою неприязнь как к колумбийским наркодельцам, так и к правительству Никарагуа, которое поддерживало отношения с СССР, нашел повод использовать силы для своих целей. У ЦРУ появилась информация о том, что высшие чины Никарагуа связаны с наркотрафиком и предоставляют свою территорию для операций картеля. Самолет Сила оснастили специальной фотоаппаратурой, и ему поручили задание зафиксировать доказательства причастности никарагуанских чиновников и наркобаронов к нелегальной деятельности. Эта операция впоследствии оказалась связанной с большим политическим скандалом, известным как Иран-Контрас или Ирангейт, который разгорелся 2 года спустя. В ходе скандала выяснилось, что администрация Рейгана тайно поставляла оружие в Иран, нарушая эмбарго, а вырученные деньги шли на поддержку Контрас, борющихся с никарагуанским правительством. Существует версия, что вся история с фотографиями была сфабрикована для отвода глаз от Ирангейта. Также говорят, что Сил работал одновременно и на Медельинский картель, и на правительство США, помогая в перевозке оружия для Контрас.
Одно ясно точно – Барри Сил выполнил свое задание достаточно удачно, чтобы избежать 10 лет заключения и отделаться 6 месяцами условного срока. С этого момента предполагалось, что Барри Сил и его семья будут находиться под надежной защитой правительства США, ведь Барри был ключевым свидетелем. Однако публикация материалов о связях сандинистов с медельинским картелем в Соединенных Штатах подорвала его возможности для анонимного существования. Не совсем ясно, откуда и как произошла утечка информации. В круг подозреваемых попали многие, от агентов ЦРУ до самого президента Рональда Рейгана. Существует теория, что утечка могла быть спланированной частью операции американских спецслужб, направленной на устранение Сила, который знал слишком много о подноготной целой операции. Раскрытие его личности могло быть подготовкой к его устранению, списав возможное убийство на месть Эскобара. Возможно, правда и в том, что это действительно была месть Эскобара, который, как известно, не терпел предателей. Эскобар обещал $1 миллион тому, кто смог бы доставить Сила живым в Колумбию, а за его убийство предлагался вдвое меньший гонорар – $500 тысяч. Сами понимаете, Барри Сил оказался втянут в слишком много дел, чтобы рассчитывать на долгую и счастливую жизнь на выходное пособие. По решению судьи, последние 6 месяцев своего заключения Барри Сил должен был провести в общежитии армии спасения, где у него была возможность встречаться с семьей, но ему требовалось возвращаться на ночлег. Однако однажды вечером, когда он припарковал свой белый кадиллак и открывал дверь, чтобы выйти, из-за спины на него напал мексиканец, который выпустил в него обойму из пистолета-пулемета калибра 45. Дель Хан утверждал в своей книге: «Сил думал, что он умнее и хитрее братьев Очоа». Как оказалось, он ошибался. Убийцу и 2 его сообщников арестовали и приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. Один из них скончался в 2015 году, остальные до сих пор находятся в тюрьме. Несмотря на очевидные связи наемников с медельинским картелем, существуют теории, что за убийством Сила стояли высшие круги политической элиты США. Республиканец Роберт Морроу утверждал, что адвокат Барри Льюис Унглесби рассказывал о конфликте Сила с Джорджем Бушем-старшим. Сил, по слухам, знал компрометирующие сведения о политике и угрожал их раскрыть, требуя остановить налоговые проверки. Морроу полагал, что Буш решил проблему радикально, допустив утечку информации в прессу и предвидя ее последствия. Верна ли эта версия или нет, теперь, вероятно, уже никогда не узнаем. Дебора Сил, вдова Барри, утверждает, что после смерти мужа ей пришлось переживать тяжелые времена, но есть слухи, что это всего лишь фасад. По некоторым данным, она унаследовала от Барри состояние в $29 миллионов. Говорят, что правительство сохранило для семьи пилота его незаконно нажитые деньги в обмен на их молчание о деталях его работы. Тем временем ситуация усложнилась, когда началась работа над экранизацией жизни Сила. Дебора и старшая дочь от первого брака Барри вступили в спор о том, кто имеет право получать выплаты от кинокомпании Universal Pictures. Все это происходило на фоне того, что образ Барри Сила продолжает жить на экранах. Он появляется в нескольких сериалах и в фильме «Афера под прикрытием». Для человека, чья жизнь была связана с контрабандой наркотиков, такое посмертное признание в мире кино – невероятный поворот судьбы. И отдельно хотел бы рассказать про несколько интересных фактов. До того, как началась его работа под прикрытием, Барри Сил никогда не встречался с Пабло Эскобаром. Согласно данным от агентов Управления по борьбе с наркотиками, УБН, его взаимодействие с ЦРУ началось только в 1984 году, и не существует убедительных доказательств о более ранних контактах с агентством. Работая под прикрытием, Сил впервые встретился с Эскобаром и братьями Очоа. До этого момента он строго сохранял анонимность при общении с картелем. Агент УБН Эрнест Якобсон указывал на то, что о своем главном пилоте картель знал очень мало. Сил всегда использовал только телефон для связи и никогда не раскрывал свое настоящее имя. Его прозвали Эл Гордо или Толстяк, что помогало ему оставаться анонимным. Благодаря этому картель и не подозревал о его первом аресте. К тому же существует интригующая конспирологическая теория, предполагающая, что Сил мог быть замешан в убийстве президента Кеннеди. Представьте себе, в 1955 году он вступил в гражданский воздушный патруль, а затем присоединился к тренировочной группе под руководством Дэвида Ферри, который общался с Ли Харви Освальдом, известным как официальный убийца Кеннеди.
Связь Сила с этим событием стала еще более таинственной после того, как его видели в Далласе 22 ноября 1963 года, сразу после убийства, и он быстро покинул город. Хотя прямых доказательств его деятельности на ЦРУ, начиная с 50-х годов, нет, фотография 1963 года, где Сил запечатлен за столом с Портером Госсом, бывшим руководителем разведывательного управления, добавляет интриги в его биографию. В любом случае, это очень показательная история, как большие деньги приносят и большие проблемы. Жаль, что такое потом романтизируют в фильмах. А на этом все. Спасибо, что досмотрели. Буду благодарен вашей подписке. До скорых встреч!